Знаете, после выхода ролика про 20-мегагерцовую двушку решил я поискать себе уже точно самую последнюю вариацию массовой платы под 286 PC Chips M219. И чтобы процессор был 25 МГц, конечно же, и разумеется, пошло все максимально не по плану. Доброго времени уток. Вот такая доска оказалась у меня в руках. В смысле no name? Это Lucky Star CM286GHS с 12 мегагерцовым процессором, выпущенным на этот раз непосредственно Intel. Как и зачем это вообще, сейчас расскажу. Отличий от платы PC Chips из предыдущего ролика здесь хватает. И главное из них – одночиповый AT-шный контроллер Headland HT12A. Кстати, к этому чипсету есть собственный драйвер расширенной памяти EMS. Один из первых чипсетных драйверов в мире. На моей плате он, правда, не завелся. Нужна еще поддержка этой фичи в BIOS, а в прошивке конкретно этой платы от 15 марта 1991 года ее нет. Хотя и переживать тут не о чем. Все это было актуально для DOS версии 3.3, а 6.22 сама настроит мне XMS, на чем я и успокоюсь. Обычный юзер разницы и не заметит. Постарайтесь убедить меня в обратном своим расширенным комментарием. Еще о памяти. Эта плата может работать как с 30-контактными планками SIM, так и с оперативкой в форм-факторе DIP-20. Вполне типично для того времени. Но помимо этого, здесь есть вот такие необычные разъемы DIP-14. Они для выделенных чипов контроля четности. Ну а что касается симов и их якобы недопустимости на хардкорном 286, то на самом деле это вполне подходящие друг другу железки. Появились такие планки памяти еще в 1983 году. Так что всерьез говорить, что достойная двушка должна быть размером с азербайджанский ковер и исключительно на DIP памяти, на мой взгляд, некорректно. А вот чего вы здесь не найдете, так это перемычек. BIOS конфигурирует систему фактически самостоятельно. Зато сама прошивка разделена на два чипа шириной 8 бит каждый. Как раз как на правильной хардкорной двушке из 80-х. Из других новостей. AMD-шный сопроцессор на 10 МГц и абсолютно новая батарейка BIOS. Да, я, конечно, знал, что они еще продаются, но чтобы вот так заморочиться и реально ее заменить, что-то не встречал. В остальном же двушка как двушка. В режиме турбо эта плата будет работать на 6 МГц. Тех самых, с которых история PC-AT и начиналась в 1984 году нашей эры. Вытянет ли такой комп относительно современные тесты? И ведь тестов традиционно немало. Из-за внушительного объема информации в прошлом видосе мне даже не удалось раскрыть, на мой взгляд, интереснейшую тему дуалбута по-досовски. Дело в том, что для голого доса и ранней винды нужны разные драйвера, например, на мышь или на звук. Спасет так называемое загрузочное меню. Вы его уже наверняка видели у продвинутых ретро-блогеров. 5, 7, да хоть 10 пунктов меню с разными драйверами под разные задачи. Мой же пример, наоборот, самый простой и, надеюсь, самый понятный. Все, что вы видите на экране, поддерживается MS-DOS из коробки. Нужно лишь отредактировать два системных файла под собственные хотелки. Ближе к тестам. Для чипсета HT12 максимальный объем памяти – это 4 МБ. Для платы от PC Chips, кстати, тоже. Правда, узнал я об этом лишь недавно. Видео и звук уже традиционные для моего канала. Для полной сравнимости результатов и легкого троллинга фанатов звука Creative. Ну а в спид-тест никакого шок-контента. 6 и 12 мегагерцовые двушки оказались именно там, где мы их и ожидали увидеть.
Каких-либо отличий в работе чипсетов нет. У доктора Харда другое мнение. Если в процессорном тесте еще все как обычно, то результаты в подтесте FPU удивляют. Но AMD-шный сопроцессор тут ни при чем. Это самый обычный клон Intel 287. После всех тестов я даже поменял его на интеловский и получил точно такой же результат. Получается, все дело в чипсете Headland. В подтесте скорости оперативки картина еще яснее. Именно здесь должен блистать действительно продвинутый чипсет, и Headland блистает. 12-мегагерцовая сборка отрывается от PC Chips с 10-мегагерцовым процессором явно не на 20%. В NSSI схожая картина. 6-мегагерцовая система с Headland уже всерьез нависает над 10-мегагерцовым PC Chips. В тесте FPU результат получился странный. Нет, в принципе, Headland по-прежнему удивляет скоростью. Но мне что-то сложно поверить, что на 6 и на 12 МГц цифры отличаются буквально на шапку Марио. В топ-бенч можно немного отдохнуть от шок-контента. Ничего интересного чипсет Headland в этот график не привнес. И в Landmark наш 12-мегагерцовый Lucky Star оторвался от 10-мегагерцового PC-чипса ровно на 20%. В Checkit 6-мегагерцовая двушка как-то близковата к 10 МГц, а в тесте FPU цифры отражают скорее частоту самого сопроцессора. Это, напомню, 8 МГц для 6-мегагерцовой двушки, 10 для 12-мегагерцовой и 14 для Harris на 20 МГц. Не шокируют вас и тесты видеовывода? Фактически на 286 вы в любом случае упираетесь в процессор, и раскрыть потенциал 5420 Cirrus здесь точно не получится. Думаете, в 3D-тестах дела получше? Не смешите моих уток. Относительно современные тесты на 6 МГц вообще не едут. 2,5 кадра в секунду – это маловато даже для демо-сцены. А уж об играх можно забыть, а можно просто поискать те, которые чуть лучше оптимизированы. Движок 3D Space, например, снова показывает, что и во времена 286-х многое зависело от чипсета. Ведь даже при 100% масштабируемости архитектуры между 6 и 10 МГц разрыв слишком маленький, а между 10 и 12 наоборот слишком большой. Выходит, чипсет PC Chips не такой уж волшебный, и потенциал 20-мегагерцового процессора он, пожалуй, и не раскрыл полностью. Но тут все может быть еще сложнее. Хотя безымянный чипсет от PC Chips сегодня и выглядел неважно, он, по крайней мере, может работать и с 20, и даже с 25-мегагерцовым 286. А вот Headland официально ограничен цифрой в 16 МГц. Рискну предположить, что при разработке архитектуры HT12 инженерам Headland удалось убрать задержки при доступе к оперативке. И сделали они это как раз исходя из относительно невысокой целевой частоты процессора. Ребята же из PC Chips, хотя и не блещут репутацией в целом, здесь просто добавили задержек ради стабильности на рекордных частотах. Вот так, нету больше ни легендарного Headland, ни мусорного PC Chips'а. Есть абсолютно нормальное желание выпустить быстрый продукт, под стать своей эпохе и ценовому сегменту. И не стоит особенно уж ругать или хвалить тот или иной вполне добротно сконструированный чип. Нравится иметь максимальную частоту? Есть такой вариант. Хотите на 16 МГц унижать 20-мегагерцовую кукурузу? Без проблем. Нравится креатив? Берите. И еще ESS на сдачу. Мир, дружба, жвачка и Duke Nukem. Но главный вывод-то, конечно, не в этом. Где-то в дремучих 80-х в одном темном офисе рядом с темным инженерным корпусом одной темной корпорации микрокомпьютеры превратились из устройств, едва умеющих сложить два числа,
в могучие биг-дата комбайны, способные обрабатывать недоступные человеку объемы данных, порой графических. Как, когда и самое главное, почему это произошло? На часть из этих вопросов мы сегодня получили ответ. В тестах, в графике и даже в винде ранний 286 чувствует себя прекрасно. И не слушайте Гейтса, мало ли что он там наговорил. Никакого 386 просто не было бы без 286, а его можно было и не дождаться без успехов оригинального IBM PC. Скажу проще и понятнее. С высоты нашего времени первая PC-шка это вообще техдемка, а вот AT уже настоящий продукт. Да, есть тесты, в которых слишком низкая частота испортит настроение даже самому преданному фанату 286-го. Но на практике, в обычном софте, это означает, что вы просто чуть дольше ждете результата. И давайте честно, даже очень солидный и занятой господин в 80-х мог и не заметить этих, как вы сейчас подумали, тормозов. С чем сравнивать-то? А 286 неплохо смотрелся и в 90-х. Например, Color Lines идут просто прекрасно, даже на 6 МГц. Prince сам по себе не тормозит, но если в кадре двигается что-то еще, уже видны некоторые проблемы. Комфортный уровень находится где-то в районе 10 МГц, что, кстати, тоже довольно скромно. И это если не снижать настройки графики и не отключать звук и музыку. Да, звук, музыку и VGA-графику в игре 1990 года. Запас производительности, заложенный в архитектуру 286 за 8 лет до того, на низкой частоте впечатляет даже больше. Надеюсь, не только меня. Ведь как ни крути, мы достигли дна. 286 на 6 МГц – это самый медленный компьютер, который можно запустить с обычной АТ-шной клавиатурой и мультикартой с вашим любимым IDE-шным хардом. Уж не говоря про привычный Sound Blaster и относительно современные VGA-видеокарты. Дальше дремучие времена PC XT и оригинальных IBM PC, на сегодня практически ни с чем не совместимых, даже с позиции настоящего ретро. Но это уже совсем другая история. Ну а на сегодня все. До новых ретро-встреч!